Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте немножко сегодня поговорим про такое прекрасное место, которое называется Завидово. У Завидово классно, у Завидово прикольно, у Завидово интересно. А вот Завидово у нас мекка туристическая, то есть сюда с Москва-Сити и из других регионов приезжают люди, чтобы отдохнуть. Вот, в прошлом видосике мы с вами разговаривали про центр. Где же находится центр нашего Большого Завидова? Вот, в Завидово очень много деревень и сел, вот, но центр мы так и не нашли практически. Мы так немножко пробежались по нему, но в общем не углубились в эту тему, в тему центра Завидова. Вот. Центр Завидова у нас находится там, где находится железнодорожная станция. Вот. А железнодорожная станция у нас находится в Новозавидовском. Вот. Новозавидовск считается центром Завидова, то есть центр вселенной. Вот. Так что вот так вот. На самом деле Новозавидовск, он такой довольно-таки большой. Вот. Большой и обширный. Из всех сел и деревень, которые находятся, скажем так, в этом районе, он самый большой. Вот, самое большое поселение, самое большое село, самая большая деревня. Ну, как вам удобно. Вот, ну, давайте немножко проникнемся в эту тему. Вот, давайте посмотрим, что же у нас здесь в центре. Но в центре у нас много всего интересного. Вот, ну, естественно, всяческие магазины, всяческие там сотовые операторы. У нас есть даже Сбербанк здесь, вот. Кафешки, ну, я не знаю, там какие-то музеи, больницы и так далее. Вот. Так что вот так вот. В принципе, в центре Завидова есть все, что нужно для жизни нормальному человеку. Но вы знаете, мне больше всего в центре Завидова нравится Новозавидовский рынок. Честно, вам серьезно говорю. Там рынок вообще классный, прикольный и очень интересный. Вот, рынок такой, знаете, такой деревенский и такой советский. Вот, допустим, если ты приезжаешь с Москвы, с Питера или еще с какого-то большого города и смотришь на вот этот вот рынок, заходишь, гуляешь по нем, и ты понимаешь, что ты попал в Советский Союз. Вот, кстати, я открыл, вот здесь вот у нас рыночек, скажем так, вход с другой стороны, но центральный вход с той стороны. Вот, так что вот так вот. Здесь, короче, на этом рынке продают все. Вот, ну, вот все, что для твоей души угодно. Тут и продукты продают, тут и сигареты продают, тут и спиртное продают, мясная какая-то продукция. Мясная продукция, то есть собственного производства, и такие магазины там есть, как Дмитрогорские продукты и так далее. Ну, хорошо, давайте пройдемся, прогуляемся по центру. Значит, в той стороне мы уже знаем, что в той стороне, если ехать, идти прямо и направо, то у нас там станция. Вот, станция это такое самое центровое место вот в Новозавидовске. Вот. Здесь, значит, у нас всяческие ларечки. Вот здесь у нас Магнит, как я уже вам и рассказывал. Магнит наш расстроился. Раньше был только вот эта вот часть Магнита, а сейчас достроили вот эту вот часть Магнита. Но, вы знаете, ее не очень долго строили, буквально таки чуть-чуть там. Ну, я думаю, где-то за полгода они построили. Вот. Давайте пройдемся в этом направлении и посмотрим, сможем ли мы пройтись в ту сторону. Вот именно вон туда. Нет. Туда, по ходу дела, нет, смотрите, наши карты вроде бы позволяют нам туда пройти. Так, давайте я сориентируюсь. Ага, все, сориентировался. Да, в том направлении мы можем пройти. Вот, мы в прошлый раз ходили чуть-чуть вот сюда. Теперь давайте пройдемся вот сюда и посмотрим, что же у нас там да как. Кстати, если вы первый раз в Завидово, то я вам расскажу. Вы вышли со станции и идете, вот если вы около станции не поймали такси, но обычно там такси очень много, таксисты туда подкатывают под рейсы. То есть как поезд приходит, они
они знают расписание, вот, и таксисты подкатывают туда и ждут пассажиров, которых они будут развозить по разным селам, вот, или вновь приезжих, скажем так, такие, как мы были в 2018 году. А вообще, такси еще можно снять, я вам скажу так, вот здесь вот, около Магнита тоже постоянно тусят таксисты, вот, почему они тусят? Потому что люди, допустим, приезжают с сел, не успели на автобус, вон, видите, вот там вот автобус стоит, если они на тот автобус не успели, ну, естественно, с большими баулами, куда же они попрутся? Вот, они, естественно, берут такси, садятся на такси и едут в нужном им направлении, допустим, в Козлово, в Макшино или в какие-то другие места. Вот, такси, запомните, вот около Магнита здесь постоянно тусят таксисты. И еще, таксисты тусят вот здесь, в этом, скажем так, райончике. Вот, они здесь прекрасно пьют кофе в этом заведении, вот, и здесь такая очередь у них, и они здесь собираются и ждут пассажиров. Так что вот так вот имейте в виду. Вот. Нам, конечно, в прошлый раз никто не сказал это, ну, когда мы первый раз приехали, да, нам никто не сказал. И мы, короче, номер телефона как бы был у меня, и мы вызвали такси аж с Макшино. То есть хорошо попался нормальный таксист, я позвонил ему туда-сюда, он подъехал с Макшино, ну мы где-то подождали минут 10-15, вот, он подъехал, вообще я ему объяснил всю ситуацию, что мы только приехали, мы не в теме, где что находится, там, а он мне говорит, типа, мол, ну там же в Новозавидово есть свои таксисты, я говорю, я вообще не разбираюсь, где таксисты, где пятое, где десятое, но мужик попался нормальный, он подкатил, короче, и мы доехали до Макшино, и там подъехали к своему дому. Я ему тогда, вот честно говоря, не помню, но вроде рублей 300 заплатил. Вообще, с Новозавидовска до Макшино ехать, 150-200 рублей, вот так вот. А тогда ему двойной тариф заплатил, в принципе, я не жалею, потому что мужик действительно нас отвез, а я тем более ехал с семьей, и плюс ко всему этому, у нас вроде бы была собака, я не помню, вот честно вам скажу. Ну ладно, это такая была интересная история, это был интересный опыт. Ну давайте пройдемся вот по этой улице. Да, по этой улице мы очень часто гуляем, когда приезжаем в Новозавидовск, потому что эта улица одна из центровых. Вот, она хорошая, она прикольная, она интересная. Так, давайте прогуляемся. Так, давайте пройдем чуть-чуть вперед. Да, вот. Что вам рассказать вот про это здание? Это здание, я так понимаю, это частный дом. Но в этом частном доме есть магазины. Вот. Один магазин вот здесь вот вход. Это магазин, знаете, он такой типа, посуду там продают. Посуду, кухонную утварь там, и все в таком духе. Довольно-таки неплохой магазин, я вам честно скажу. Если вам что-то такое надо, там тарелки, кружки, чашки, какая-то простецкая бытовая техника, то, пожалуйста, заходите туда. Вот. А вот в эту сторону, вот если зайти как бы во двор и вот направо, там вот здесь вот, там спуск вниз есть, там типа подвальное помещение, что ли, там автомагазин. Вот, если вы автолюбитель, вот, и если вам что-то надо прикупить, то вот именно вон там вот можно это сделать. Так, давайте пройдемся вот здесь вот. Так, вот здесь вот у нас, я смотрю, фотография 2019 года, вот здесь строительство вот на этой территории только началось. Сейчас вот 2000, какой 2000? 2 января 2001 год. Уже 2001 год, дорогие мои слушатели. Вот, здесь уже построили, короче, такое здание взамен вот этому вот зданию. Вот, что ж такое-то? Что ж там это самое все салюты пускают? Ё-моё, не напускались, что ли? Вот, так что вот так вот. Да что такое, блин, ё-моё, зарядили салюты. Молодцы, короче, ребята, празднуют Новый год. Классно вообще. Новый год вообще классно. Вот. Тем более ушел этот, скажем так, год вот этот такой паршивый, 2020. Я думаю, 2001 будет намного лучше. Я уверен в этом на 100%. Давайте вернемся к нашему Завидово. Это такое небольшое отступление было.
Вот. Значит, этот хозяин, он, короче, отстроил здесь новое здание. Вот. А вот это вот старое здание, почему я заострил внимание, скажем так, на вот этом месте? Вот это вот здание на самом деле это магазин. Да, он, конечно, выглядит страшно, я согласен. Какой-то страшный дом, вот. Он ужасный, он убогий, но вы знаете, там внутри классный хозяйственный магазин. Он реально классный. Слушайте, там вот в него заходишь, там, короче, есть все. Вот реально там все. Ну, конечно, вы скажете, ой, в этом магазине может быть это самое, ой, в этом доме может быть магазин хозяйственный. Но я согласен с вами. Это не Леруа Мерлен, конечно, не тот масштаб, и не Оби или какие-то другие вот эти сети хозяйственных бытовых магазинов. Нет. Но для вот этого места это просто топовый магазин. Но надеюсь, мне за рекламу этого магазина хозяин заплатит. Так что вот так вот. Будете в Новозавидовске, заходите сюда. Вот это хозяйственный магазин очень-очень хороший. Там в этом хозяйственном магазине продают даже велосипеды. Вот. Я честно вам скажу, мы там велосипеды брали. То есть 2 велосипеда. Хозяин довольно-таки отзывчивый, довольно-таки интересный мужчина. Мы с ним пообщались, поговорили. Так что я вам рекомендую. Но давайте еще чуть-чуть пройдемся. Вот в ту сторону. Да. Так, что у нас здесь? А у нас здесь прекрасная, отличнейшая аллея, вот, мне она очень нравится. Да, кстати, вот видите, вот вход в этот магазин, здесь вот у нас как бы так нарисовалось, все красиво, и вот здесь вот у нас вход в магазин. Так, ну, давайте продолжим, давайте посмотрим, что у нас справа. А у нас справа один из лучших магазинов нашей российской сети продуктовой, это Пятерочка. Пятерочка это топчик. Вот, в Пятерочке постоянно акции, в Пятерочке постоянно скидки, так что вот так вот заходите в Пятерочку, не пожалеете. Вот это вот, как я и рассказывал в предыдущих видео, это по всей видимости раньше был какой-то клуб. Вот, а сейчас сделали из него типа торговый центр. Будете там, тоже заходите. Так что вот так вот. Ну, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. А мы увидимся с вами в следующих сериях.